все, чего ты хочешь, ты к этому придешь только если действительно, да, ты готов жертвовать. Девочка, подвинься, большие дяди поработают. Мы не снимаем супербогатый дорогой офис. Полицейский, он мне с удовольствием повернется. Да, дорогая, что ты хотела? Для чайников я хочу открыть бизнес в Дубае. Что для этого нужно? Мы приехали в очень интересную локацию. Было какое-то неравенство, когда вы женщинам должны были доказать. Пристают, там, домогаются. Ты никогда не отдыхаешь. Вообще здесь любой бизнес пойдет. Приезжайте, открывайтесь. Могу на пляже это все провести, заработать деньги. Эта страна, она дорогая, и она не простит вам ошибок. Когда ты живешь за границей, нет дня, когда ты можешь расслабиться. Я могу тратить деньги, зарабатывать. То есть меня отожмет, да? Нет, этого нет. Она живет во дворце, она несчастлива. Зашуганы в наших странах. Да. У кого есть шанс успеть в Дубае. Я много лет не вижу своих детей. Дети со мной расстались. Не суйтесь на этот рынок, не просчитав все заранее. Преступники тоже знают, что... Айман, здравствуйте. Спасибо вам большое, что пригласили меня домой. И сегодня, мне кажется, было бы очень интересно не только мне, а и зрителям узнать, как вы начали свою карьеру. Было это легко в Дубае? Было ли это, может быть, сложно? Каково это быть юристом в Дубае? Анна, если честно, во-первых, спасибо, конечно, что пригласили, позвали. Я бы хотела поделиться историей, хотела бы рассказать, что это все так легко и просто, что там вот пришел тебе, тут все рады, и у тебя путь складывается вот как ты захотел. На самом деле, конечно, многое это остается за кадром. Вся та жизнь, которую транслируют сейчас в YouTube, там бывает и на всех, на самом деле это не совсем так. И люди должны понимать, что где-то путь каждый проходит свой, но у всех нелегкий, тернистый. В этой стране же приезжают все в основном как бы амбициозные люди. Здесь на самом деле конкурентный рынок. Мало того, что здесь очень все дорого. То есть я прошла через все ошибки. Я работаю с самыми проблемными вопросами вообще в Эмиратах. Все, что случается, все, что люди не видят, не знают, знаю я. Когда люди говорят там одно, я вижу совсем другую картину. И даже того, что я не знаю, как вершина айсберга. Все видят красивую сторону, успешные проекты. На самом деле это есть, так и есть. Но ведь это жизнь, здесь есть столько скрытого, столько рисков. Честно сказать, очень хотела, наверное, сказать, что вот все пришло и сразу тебе тут рады. Нет, на самом деле ты никто, зовут тебя никак. И зарплаты у меня не было первый год практически. Я жила, у меня просто была большая поддержка мужа. То есть он меня и финансово поддерживал, и морально поддерживал, поэтому мне удалось не сломиться. У меня было много раз, когда я хотела все бросить и такая, все, не хочу. Все сложно было в начале, особенно когда нет законов на английском языке. Быть юристом сложнее, чем быть, допустим, любой другой профессией. Особенно в Эмиратах, особенно со своим менталитетом. Эмираты клиентам всегда хотят конкретные сроки. Как я им скажу, у нас здесь может все и поменяться, даже если гарантированные сроки. Где-то вот мне позвонишь, и мне некоторые клиенты говорят, вы всегда на связи, можем вечером встретиться. Да, моя работа скоординировать, быстренько помочь, проверить документы. Могу на пляже это все провести, заработать деньги. В смысле того, что принести пользу и в то же время лежа отдыхая. Я вот по сути сама себе хозяйка. Куча работы, которую я сама координирую. И поэтому ты никогда не отдыхаешь. Ощущение, что ты как будто бы вот мы с тобой едем, мы с тобой записываем видео, кажется, что я свободна. На самом деле у меня после тебя там куча встреч. Это еще в расписание надо впихнуть, извиняюсь за выражение, в спорт свой часовой, который тренер мне говорит, ничего не знаю, приходи. Мне кажется, я за это ему и плачу, чтобы он меня заставлял. Да. Как раз вы делегируете, правильно? Потому что у вас есть личный водитель. Да, вот я сейчас, когда сижу, могу столько вопросов решить. Пишет клиент, вы встаете в 5 утра. Я ему сегодня с 5 ответила, мне иногда проще встать в 5 утра. Когда меня никто точно не побеспокоит, до 7 утра я могу проработать кучу вопросов. Айман, вы говорили, что вы приехали, как я понимаю, правильно, в Дубай совсем одна, если не ошибаюсь. Так и есть, да, я совсем одна приехала. И вы это все искали, не знаю, жилье, друзья. И вообще, как вы прошли этот путь одна, и повторили бы вы его по итогу, если сейчас так подытожим? Это вообще было, конечно, очень интересно, такой вопрос. Вы мне напомнили, Анна, как я приехала сюда с одним чемоданом, полной амбиции. У меня было такое вот ощущение, что я сейчас приеду, я со своими знаниями, опытом легко найду работу, там такое было, я не знаю, было такое завышенное ожидание, такое все. Мне очень понравилась эта страна, но, если честно, мой муж потом, когда увидел, в каком шеринге я жила, он пришел, когда он с детьми, у него был турпакет, он говорит, боже, Жанна, ты где живешь вообще? Я такая говорю, классно, я с девчонками. То есть для него это был шок, что мы, сколько лет прожили, у нас нормальная там в Казахстане квартира, дом, там уже как бы я не девочка там с института пришла там, чтобы жить, и было нормально, а я с девчонками жила, которые вот, знаете, им по 20-25,
И опять я провалилась в эту студенческую атмосферу. То есть у меня собеседование, днем там работаем, мы делимся, что-то там высылаешь, куда-то ходишь, и на этом энтузиазме слушаю их истории с этими их парнями, разными арабами. И мне так интересно, я там даю советы с высока своих лет. Были негативные опыты. Было такое, что девочка, подвинься, большие дяди поработают, там такое, знаете, когда юристы, большинство юристов, которые здесь работают, особенно с наших стран русскоязычных, это, скажем, приходи на маркетинг, работай. Первое, что я поняла в этой стране, что мне нужно стать самой сильным юристом, знать законы не хуже них, лучше них. У меня сейчас как бы такой уровень, что, в принципе, они боятся меня потерять, потому что за мной стоит куча клиентов, моя репутация, дела, которые я могу решать без них, в принципе. Если не ты, так я с другим буду решать этот вопрос, и он будет зарабатывать. Здравствуйте, можно к вам в офис? Да, конечно, это мой офис. Но он не самый большой, конечно. И вообще мы находимся, знаете, возле метро, возле суда. Я очень в этом плане одобряю действия адвоката, который экономит на каких-то издержках. Мы не снимаем супербогатый дорогой офис, но зато мы можем дать людям больше, меньше цены в плане в этом очень удобно. Вот это вот офис мой, где я и видосики снимаю, и работаю. Но если честно, Анна рассказывала, моя работа не связана постоянно сидеть в офисе. То есть я, по сути, могу работать и не находясь в офисе. Практически 90% моего времени вся работа в госорганах. Беготня, там быстрее, пока сама не проконтролируешь, ничего не уладишь. Этот офис мне просто, чтобы был и был офис есть. Наш основной офис, он находится в Абу-Даби. Этот офис, дубайский офис, и больше здесь я сама себе хозяйка. То есть у нас есть штат арабистов, которые могут мне помочь по каким-то вопросам. У нас ресепшенист, такое вот рабочее место. Ну, вообще, из-за того, что мне это нравится, я, видите, не сдаюсь, когда мне что-то я не поняла, я в другую дверь стучусь. То есть мне нету такого, что я ушла. Вот мне отказали, я ушла. Если бы мне отказывали, я уходила, я бы там и сидела у себя, наверное, в своей провинции, в своей стране. Поначалу, чтобы ко всему этому прийти, к такому результату сегодня, было какое-то неравенство, да, вы говорили, что вот когда вы женщины должны были доказать, что вы знаете, женщинам, в принципе, можно в этой стране расти, развиваться, но с учетом особенностей менталитета. Есть какие-то сферы греха таить, что там греха таить, эта страна все равно ислам. Где-то роль женщины, она где-то ограничена в плане, там, допустим, на каких-то встречах, все равно мужчина, он более, скажем, у них воспринимается, но это ничего страшного, я использую эту возможность, потому что мне мужчины тоже помогают. Вы знаете, где-то больше охотнее мне помогут, нежели придет вот египтянин, юрист мой, конкурент, допустим, и в полиции. Полицейский, он мне с удовольствием повернется, да, дорогая, что ты хотела? А если я еще и там на арабском что-нибудь ему скажу, и они такие, машалла, и что ты хотела? Там они его забыли, мне тут помогли, и вот, казалось бы, ну, что есть, тем используем, шарм, я не знаю, женское какое-то такое, скажем. Я думаю, что женщинам очень важно здесь, позиционируйте себя как немножко это... замужем, и тогда не будет лишних на работе проблем. А то у меня приходят девушки, которые потом, знаете, пристают, там, домогаются. Это всякое бывает, знаете, это жизнь, это человеческий фактор. Даже Дубай такое безопасное место, но все равно, да, нужно быть на страже всегда. Знаете, вот понимание безопасности, оно должно иметь свое, как бы, понимание правильное. Вот если я приду на улице, я вот часто говорю, на пляже хожу, не боюсь, 3 часа ночи могу прогуляться. Если я ровно хожу сама, то, извините, никто ничего мне не сделает. Сумку могу оставить на видном месте, кстати, на видном месте. У меня были, когда оставляют не на видном месте, потом приходят, говорят, у меня там большая сумма, все пропало. Не докажешь, нет. То есть преступники тоже знают, что если все это наблюдается, они ничего не могут сделать. А так страна прекрасная в плане комфорта. Дети пошли, прогулялись, такого нет, что кто-то на улице пьяный ходит, пристает. Вот это есть безопасность. У нас здесь греха хватает всего вида. О чем мы еще поговорим. Когда ты приезжаешь, важно, особенно когда ты становишься, как на первые шаги в своей карьере, понимать, как тебя вообще город принимает, не принимает, потому что где-то есть конкуренция в каких-то городах, да, кто-то где-то поддерживает. Как это в Дубае, когда мы говорим о довольно-таки большом, крупном там бизнесе, да, становлении личности. Помогал ли вам кто-то в пути? Анна, мне помогали, помогают. Я уверена, что будут помогать, потому что здесь, это вы правильно говорите, очень важно, чтобы помогали. Но это на уровне происходит, знаете, такого нахождения взаимного win-win стратегии. То есть все, кто мне помогает, это, во-первых, помогают, потому что я всегда на стороне добра. То есть чисто в моей работе, когда я прихожу, я говорю, извините, это так несправедливо. А у человека, который должен мне помочь, я его вовлекаю. То есть
по сути, как бы вот эта идея, вовлекаю в идею помочь мне, потому что мы на стороне добра, справедливости. У меня есть люди, которые мне помогают совсем бескорыстно. Я говорю, почему вы мне помогаете? Даже вот из местных адвокатов кто-то говорит, потому что ты пришла в мою страну, и ты человек, который говорит, заслуживаешь помощи. Я тоже помогаю, Анна. Вот сейчас, когда придут ко мне, есть возможность, если я вижу человека, но это надо прям пройти через толпу людей. Почему мы обратим на тебя внимание и тебе поможем, если бы я увидела такое же стремление, как у меня вот сейчас, если человек приходит. Но и то, чтобы прийти к этому, надо жертвовать, Анна. Никто не хочет сжечь все мосты, приехать в эту страну и как бы типа думать, что все будет у него баланс соблюден. Нет, на самом деле большое остается за кадром. Я много лет не вижу своих детей, месяцами. То есть они растут без меня. Потому что у нас случилась пандемия, нам пришлось уехать, мы не можем здесь оплачивать учебу. То есть это дорого и глупо платить за такое качество образования. Мои дети со мной расстались. Моему сыну, который младший мой, 1,5 года было, когда я сюда уехала. И поэтому практически он растет без меня с отцом, как это огромные жертвы. Почему я через этот пример, что не бывает такого, что ты раз делаешь карьеру за рубежом, и у тебя все прекрасно, сразу пошло все по маслу, люди хотят и семью перевести. Не получится семью перевести объективно. Вот ты здесь, когда приехал, извини, год живи, как я уже 3-й год живу, то есть у меня год жила семья со мной, я 4 года здесь, год жила со мной, потом пандемия, они уехали, я 2 года практически живу, мы наездами, муж каждый месяц прилетает, вот это страдание. Где-то я стараюсь, конечно, это обернуть в какой-то такой больше, вот мы скучаем, у нас там 5 дней медовый месяц, пока он прилетел, но на самом деле, положа руку на сердце, я теряю самые бесценные минуты жизни моих детей. Благо я сейчас могу этим поделиться, потому что, слава Аллаху, они все окончательно переезжают сюда, вот через 2 дня они прилетят. Мы приехали в очень интересную локацию, я бы сказала, историческую. Там, где все начиналось для Айман. Сейчас Айман нам все расскажет. Вот начиналось, я приехала сюда, вот здесь припарковала машину после аэропорта, как приехала. Сразу с самого начала я арендовала автомобиль. Я решила, что раз это, надо сразу уже активно входить в эту жизнь, как автомобилист. Вот этот дом, где я жила, квартира, здесь меня ждали девочки. Шеринг у меня был здесь, ну как шеринг. Получается, девочки, им снимала квартиру компания, а они меня подселили, и как бы им был дополнительный заработок. Хорошие девочки, thank you. Интересно зайти, конечно, в это здание заново. Я даже запах ощущаю. Тот же запах 4 года назад. Не очень ориентируется в Дубае. Расскажите, что такое Дейра? Где это Дейра? Да, подешевле, конечно. Здесь я снимала, по-моему, 1000 дирхам я платила. По-моему, сейчас тоже примерно то же самое можно. То есть я особо, знаете, не за изыском же сюда приехала, я искала работу, мне как бы было комфортно, да я всему была рада. Район Дейра, он не самый, скажем, популярный здесь в плане того, что считается, что там где-то он на отшибе, здесь живут одни пакистанцы, там, я не знаю, индусы. Не все так прям, знаете, сразу оказался в какой-то локации, и ты только в этом случае только процветаешь. Нет, это на самом деле жизнь, она разные, взлеты, падения, где-то ты ущерб идешь себе своим, но потом дальше все будет нормально. Я могу уже смело сказать, что я уже обосновалась, стабилизировалась жизнь, но хочу через вот люди смотрят, это не так все безоблачно, это надо уметь жертвовать. Многие люди жертвуют чем-то там, кто-то учится английский, у него не надо подтягивать, ну делайте, вот я сейчас учу арабский, подтянула английский после рождения 4-го ребенка полностью, все деньги направила на развитие образования, каждый день у меня спорт. Наняла себе репетитора, наняла себе тренера. Я к тому, что это каждодневное преодоление себя. Через «не хочу», через «не могу». То есть поэтому люди помогали. И они, когда видят это, вот недавно только один мой знакомый говорил, очень приятно за тобой наблюдать, я видел тебя в студии, в шеринге, теперь я вижу, что ты уже для себя там, ну, и водителя наняла, и работа пошла, и клиенты тебя узнают. Но я же много вкалываю. Я практически работаю 7/24. Это такая вдохновляющая история, что все, чего ты хочешь всегда, ты к этому придешь только если действительно, да, ты готов жертвовать, готов к этому идти. Да, я не знаю таких историй, Анна, когда люди говорят, вот все пришло легко и просто. Да. Легко и просто. Даже те девушки, которые приходят и думают, что они вышли успешно замуж, а если ты никто, то, извини, тебе второй женой заменили легко. То есть, если ты сам по себе не представляешь ценности, и поэтому, когда мы говорим «успешно вышла замуж», это в первую очередь не то, что он богатый человек там, а это то, в первую очередь, что вы духовно вместе можете преодолеть много и остаться. Это истинная ценность не в том, чтобы там иметь дорогую одежду,
красивые машины, которые в YouTube у нас любят, там опубликовал. И почему-то вот это, к сожалению, в нашем современном мире ценности почему-то сменились. Вы не будете счастливы в этих хоромах. Я вам более того скажу, у меня есть знакомая локалша, я была у нее в гостях, она сидит, она просто утопает в роскоши. У нее 7 прислуги, 7 там, она живет во дворце. Просто наши дети ходили в один кружок, секцию, и мы в гостях у нее оказались с ней, как-то мы общались, и она несчастлива. Она просто одинокий человек, который куча денег, куча прислуги, она может позволить себе все, что хочет, она родила ему 4 детей. И при этом он может, я говорю, слушай, ну извини за такой вопрос, если он как бы второй раз, ну как бы приведет, женится, она говорит, ты знаешь, говорит, я даже в эту тему не лезу. Если он даже сейчас приведет на нашу постель другую женщину, я ничего не смогу сказать. То есть я к тому, что многие женщины думают, вот решить проблему за счет кого-то. Айман, как вы считаете, чтобы быть успешным в Дубае, что нужно для этого делать? Вообще, у кого есть шанс выжить в Дубае, если кто-то хочет приехать сейчас, да, открыть, может быть, бизнес, либо опять-таки, может быть, юристы, какие-то вот квалифицированные люди, у кого есть шанс, какие должны быть такие soft skills, чтобы преуспеть? Анна, очень хороший вопрос, знаете, вот часто, когда люди думают, вы понимаете, что вы, приехав в Дубай, вы ничего не меняете, вы как были у себя в стране, если вы с набором качеств пробивных, вы обучаетесь, все то же самое, только здесь еще больше челлендж. И вы должны понимать, что это столица таких конкурентоспособных людей, все амбициозные люди здесь собрались. По сути, это закон джунглей, но не в том понимании, что там сожри кого-то, да, а в том плане, что win-win стратегия. Научись выживать в этих условиях. И такого нет, что вы приехали, такая благоприятная среда. Надо правильно понимать, особенно до молодежи донести, что если ты из одной точки в другую приехал, ты сам остался внутри, какой ты есть. То есть это просто среда, которая дает тебе больший шанс, большие возможности. Если у тебя, допустим, очень много плохого, это тоже здесь вылезет. Очень много людей, которые набирают кредиты, показали типа вот эту жизнь-шоу, а потом остаются. Или очень много людей, которые смекнули, что можно кого-то обманывать и делать деньги, думают, что это легко и просто. Есть девушки, которые почему-то пришли работать, потом им голову вскружили мужчины, и они ушли вообще там содержанками. То есть надо понимать, что есть сильные люди, которые пришли, и вот как у тебя был бизнес в своей стране, ты сюда перевел его, и ты, да, ты будешь ошибаться, у тебя будет это, но ты на другом уровне будешь вести свой бизнес. Вот, в принципе, Эмираты дают площадку для вас. Как вы были в своей стране, кем? Это нет такого, что вы знаете, я там никто, у меня там не было никакого опыта, а раз в Эмираты пришел, у меня такие зарплаты высокие, ну кто, извините, вам даст, вам еще больше требований будет в Эмиратах, вы сразу язык должны знать, сразу меньше расходов нести в начале, то есть не так, что пришел и сразу хочешь такое. Люди, которые процветают здесь, они много работали, они живут по много лет, здесь не будет зоны комфорта, ты каждый божий день находишься в конкурентной среде. Как только я перестану работать, мне завтра не будут доходов. Как только у меня пойдет какой-то дефолт, и это все потянет за собой, как пандемия. То есть мы вовремя с мужем смекнули, расстались на время. То есть, а есть люди, которые остались, которые проели свои последние запасы, уехали из этой страны и со слезами на глазах теперь пишут, что Эмираты – это самая страшная страна, там все дорого. Да, здесь все дорого. Но ты умей, извини, вовремя, вы же не хотите жить в шеринге, как я, извините, сколько месяцев я жила в шеринге, там, я не знаю, но нужно уметь ужаться. Когда ты живешь за границей, каждый день ты это чувствуешь. Ты выходишь на улицу, и ты знаешь, что тебе нужно прям выкладываться. Да. Как бы, к сожалению, да, то есть нет дня, когда ты можешь расслабиться, потому что ты в чужой стране. Ты можешь расслабиться, допустим, 1-2 дня, но никто тебе не позволит в этой стране. Я часто привожу пример, фильм «Время». Помните, этот играет Джастин Тимберлейк, есть там время, когда у нас время, оно прям вот, у нас тикает время. Да. Мы все на визе. У нас как только виза просрочится, у нас все банковские счета блокируются, у нас вся жизнь, тебе штрафы, ты должен из страны выходить. Да. И у тебя game over. Хотела задать вопрос, даже, наверное, от себя и от числа всех зрителей, такой элементарный и базовый, поговорить о бизнесе в Дубае. Мне кажется, это очень интересно, особенно сейчас актуально, потому что многие приезжают в Дубай из русскоговорящих стран. И вот знаете, как вот для чайников, прям расскажите, что вот если я хочу открыть бизнес в Дубае, что мне для этого нужно? Чтобы тоже, да, не витать в облаках и не думать, что вот сейчас я приеду, все открою. Какие первые шаги, на что мне рассчитывать? В общем, как это все работает для молодежи, которая хочет что-то начать делать в Дубае? Анна, вот исходя из своего жизненного опыта, я же не только как бы юрист и юрист.
как бы человек, который я в свое время бизнес открывала. Вот если ты имеешь в виду для чайников, да, вообще для молодежи, я не советую суваться в чужую страну, не зная броду, не суйся в воду, да, там, пусть приедут, поработают в аналогичной сфере, потом дальше думают, прикидывают свои расходы, бюджет, потому что среди моих клиентов вообще чайников нет. Это, как правило, люди, которые уже в своей стране добились большого успеха, которые уже имеют хороший бизнес-опыт. Это очень важно. То есть вот прийти, да, никогда не пробовал в своей жизни ничего развивать, и вы в чужой стране прийти, это делать, это очень чревато опасно. Если ты здесь жил, знаешь уже эту сферу, структуру, там, законы, уже это чужой бизнес подсмотрел, грубо говоря, ну так и есть. То есть набрался опыта. Я для них советую очень много изучить самому. Так не получится, знаете, вот пришел и типа думаешь, вот делегировал кому-то. У меня сейчас в практике, к сожалению, такое есть, когда неправильно открывают компании. То есть, например, один из нехороших таких моментов, когда скрыли там activity, да, то есть какой вид деятельности. Если вы неправильно открыли, вы потом в последующем у вас, ну, нельзя вам работать с этой сферой. Вы будете все время опасаться, что, блин, или исправлять. Или на вас открыли компанию, которую, ну, вы открыли вам компанию, которая полную ответственность вы несете, допустим, sole establishment, а вам не надо было ее. Я к тому, что здесь много-много нюансов, которые, я думаю, везде так. Я вот сколько работала с иностранными своими коллегами, они говорят, Айман, везде так. У нас и в Таиланде так, и в Испании так, у меня юристы, и жаловались и в Турции. Где не знаешь, какие нюансы, это надо поаккуратнее. Если, например, я хочу открыть, не знаю, салон красоты, какой-то вот, мне нужен специалист, либо я могу сама вот где-то побегать по инстанциям, пособирать документы. Это зависит от того, во-первых, насколько ты готова инвестировать в это время, потому что, как правило, вот мои бизнесмены, они прекрасно знают, что это можно сделать самим, где-то побегать, но им удобнее делегировать. То есть, либо ты делегируешь, но тогда ты сама в этом погрязла, вместо того, чтобы искать себе персонал, ты погрязла в документационной работе. То есть ты должна определить для себя приоритеты. Ты всегда можешь делегировать, но посчитать, насколько тебе сэкономит время, которое ты просто потом используешь на более эффективное что-то для того, где ты специализируешься лучше. В целом видение такое, что салон красоты очень хорошо пойдет. Вообще здесь любой бизнес пойдет. Приезжайте, открывайтесь, вообще идеально, мне нравится. Я вижу, много людей процветает. К сожалению, я еще не видела в списке Forbes никого из СНГ, в списке Forbes персидского региона, но я надеюсь, что теперь тенденция изменится. То есть мы сейчас, на рынок приходят очень сильные специалисты русскоязычные в связи с ситуацией на рынке, вообще в мире политики. Будет бизнес усиливаться, айтишники приходят хорошие. Я прям в предвкушении, что мы здесь покажем, как надо работать. Как раз таки, знаете, да, хороший вопрос хотела задать. Может быть, кто думает сейчас открывать бизнес, да, в какой сфере, например, если у меня есть финансы, у меня есть возможности, у меня есть желание, что бы вы, может, посоветовали, что сейчас на рынке в Дубае, вот в ОАЭ вообще вот такой топ-топ, куда можно пойти? А я бы сказала, что везде. Вот всегда здесь голод на любой вид услуги. Вот какой бы вы сфере ни занимались, вы придете, вы можете дать лучшее качество по такой же цене, и вы заберете рынок. Я вот не видела сферу, которая может быть качеством похвастаться настолько, что там не пролезешь. Только вопрос, знаешь, в чем еще, Анна, здесь такой очень важный момент, что не на все рынки вас допускают. То есть ко мне приходят клиенты и говорят, я хочу этот бизнес, допустим, там... Ну, не буду говорить конкретно, допустим, там нефтяная сфера, бензоправки, колонны, там, что у нас еще было, открытие криптовалюты, бизнес, открытие обменника, да. То есть есть категория бизнеса, в которой вам не запрещают, все это активно пиарится, но по факту не откроют. Просто вы не поймете, почему, вот просто не дадут. Это именно специфика ОАЭ? Специфика, да? Например, завоз товаров. Спросите у таможенных брокеров. Есть виды определенных экспорта и импорта товаров, которые занимаются только местные организации с большими людьми за плечами, ну как бы за спиной. То есть вот так прийти, знаете, вот я хочу рынок. Вы можете заниматься в какой-то определенной своей нише, которая не является нишей местного бизнеса. А если, например, я выбрала свою сферу, она такая, может быть, не очень замысловатая, сколько мне понадобится денег на оформление примерно? Конечно, это зависит от бизнеса, да, конечно. Это очень сложный вопрос. Смотри, здесь цены зависят от многих факторов в плане, нужен ли тебе офис. Если ты айтишник, например, зачем тебе офис? Ты можешь создать его без офиса. Без офиса откроет ли тебе банковский счет? А нужно ли тебе на банковский счет положить депозит? То есть
Очень много таких нюансов, когда ты должна просчитать, и здесь зависит от вида твоего бизнеса. Либо тебе нужно, вот как салон красоты, сложный структурный бизнес, где тебе нужно принимать работников, у тебя будут расходы на лицензию, у тебя будут расходы на офис, ну, в смысле помещения, у тебя будут расходы на коммунальные услуги и так далее. То есть это куча расходов, которые скрыты. Вот если ты закладываешь на свой бюджет какую-то определенную энную сумму, ты должна его в 3 раза увеличивать, потому что у тебя есть непредвиденных расходов много. Поэтому не суйтесь на этот рынок, не просчитав все заранее. Потому что вы на каком-то этапе забуксуете, вам нужно платить зарплату, у вас будет потом пойдет дефолт, который повлечет за собой один за другим. У меня есть такие, к сожалению, бизнесмены. Пришли, открылись и потом не просчитали и начали уже, понимаете, эта страна, она дорогая. И она не простит вам ошибок в плане просчетов каких-то. Какие у вас были такие кейсы, самые, может быть, яркие? В чем был просчет? Что не сложилось такое вот? У меня, когда вот вы спрашиваете, у меня столько клиентов, бизнесменов, которые через меня проходят, столько людей, столько бизнесов. Все может случиться. У меня подписала чек, там, посидела в тюрьме, потому что ее обманули. То есть я рассказывала, у меня там есть тоже на YouTube там канал, давала интервью. Есть мошенники на рынке, это, к сожалению, не без этого. Кстати, вот мошенников много в ОАЭ? Да. Довольно-таки, да? Мне тоже кажется. Да, вы знаете, как много. Это же страна привлекает же. Где деньги, там они и ходят. То есть вы должны понимать, что если вы даете благоприятную почву сами, тема еще тех, кто попадается к мошенникам, у них глаза горят, они готовы верить во все чудо какое-то. И я один раз остановила женщину, она просто горит. Есть такие люди, их невозможно остановить, они прямо энтузиазм, она с деньгами, кто-то ей, видимо, дал денег, иди вперед. Или другой у меня был кейс, тоже девушка пришла, ей так наплели, продали пустышку компанию, говорит, ой, у нас там такая крутая компания, мы сейчас будем такое делать, у меня пакет клиентов там в очереди. Она взяла в партнерство, купила, которое она могла создать, иди там 14 тысяч дирхам заплати, создай бизнес. А она купила там за 200 тысяч дирхам. Возможно, у вас есть опыт клиентов. Если мы говорим о разных странах, где выгоднее открывать бизнес и так далее, то есть вы говорите, что Дубай, вообще ОАЭ, здесь большинство сфер могут быть выигрышными довольно-таки, да? Чем это вообще обусловлено? Почему так? И действительно ли ОАЭ довольно-таки благоприятная среда для бизнеса? Да, это очень благоприятная, прям я бы сказала, благословенная среда. Вы знаете, потому что здесь, кроме того, что страна сделала все, чтобы люди приезжали и комфортно себя чувствовали, вы вот сами знаете, живете. Также приезжает весь мир сюда. Все головы, все умы, все деньги. И это островок стабильности в нашем хаосе каком-то таком, когда в мире. Да? Поэтому она благословенная страна в плане того, что и в то же время ислам, и в то же время мне нравится вот то, что вот люди приоритеты ставят религию. У нас, например, здесь есть понимание быть честным. Вот в душе я когда иду, почему мне нравится работать юристом, потому что здесь есть общее понимание справедливости на всех языках мира, оно одинаково. Я прихожу в суде именно вот за счет справедливости, а давайте сделаем по совести. Вот есть совесть. Не так, что вот, знаете, черным по белому может написано, но судья решит, как он решил. Нет, здесь решит, как справедливо, потому что есть понимание того, что я не пойду против внутреннего вот такого. Есть нечто важнее, чем деньги. Вот это свое самоощущение, что ты не пошел против религии, против законов Аллаха. Идеология страны, да, развивайся, да, здесь монархия. Здесь как бы он оставляет своему сыну, он хочет, чтобы люди чувствовали себя гостеприимно. Вот знаете, пришел в страну, да, все справедливо для нас. Мы с вами, если пойдем в суд, он примет решение, как положено, на основании доказательств. То есть, если ты хочешь делать по совести, да, у тебя есть какая-то определенная цель, и ты делаешь все, как должно быть, то ты и получишь, я так понимаю. Верно. И самое главное для нас, для вообще людей, развития бизнеса, очень важно законы справедливости. То есть я знаю, что мой бизнес защищен, я знаю, что мои инвестиции защищены. Это очень важно. Почему в эту страну привлекают? Потому что я знаю, что есть развитие. Помимо того, что эта страна шикарные условия для отдыха, пляж, все условия на любой бюджет. То есть помимо этого есть еще самое главное, что нас сюда всех привлекает, что есть понимание, что ты своими силами можешь достигать, что есть справедливость, что сам, главное, будь позитивный, честный в душе, и ты добьешься. Здесь многого можно добиться за счет собственного старания, умения, развития. То есть очень много примеров есть. Потому что, насколько я знаю, в странах даже СНГ это не так легко, например, если мы говорим про бизнес. А вот в Америке, опять-таки, сопоставление, что там все вот развитие, какие-то бизнесы открывают, что-то там как-то это все способствует тому. Вы знаете,
Анна, мне напомнили один такой успешный пример, когда мой клиент говорит, я, говорит, в этой стране, говорит, я себя чувствую комфортно, потому что никто к тебе не достает с проверкой. То есть вот этого ощущения, да ты хоть на Ламборджини езди, тебе никто не обратит внимания. Кто ты, где ты, с чем ты занят, то есть какие-то проверки, какая-то налоговая, какие-то... Просто плати, ровно ходи, законы соблюдай, делай свой бизнес, приноси пользу людям, и никто тебя не достает там, знаете. Я могу тратить деньги, зарабатывать, оставлять детям, наслаждаться жизнью, и никто ему не придется, а откуда у тебя деньги там и так далее. То есть... Никто не отожмет, да? Нет, этого нет. Вот как раз это что вы говорите, да, если по совести делаешь, то по совести тебе все... У меня один клиент говорит, правда, я не верю, мы, кажется, зашуганы в наших странах. Да. Я говорю, я уже здесь 4 года, я уже как-то привыкла к этому, и мне это как-то странно, и я понимаю, их глазами вижу, они говорят, а правда, что прямо никто не придет, прям мне не надо никаких отчетов, я говорю, отчеты нужны, вот такой, и все, и никаких налогов. Как это так возможно? Я говорю, по сути, да, хочется же при жизни жить, а не то, что вот там где-то там бояться всего, оглядываться. Да, вот как раз-таки Дубай, мне кажется, это то место, где ты живешь и именно идешь в будущее, прям летишь туда, не какими-то прошлыми такими изжитками. Уже и на ты успела перейти, хотя я редко перехожу. Я не планировала. Да, мама была у меня уже. Член семьи почти. Спасибо тебе за интервью, и, возможно, ты хочешь что-то посоветовать людям, кто хочет приехать в Дубай, кто хочет открыть свой бизнес, не только в Дубае, а вообще. Спасибо тебе, Анна, большое. Был замечательный день. Все мы с тобой обсудили. Я надеюсь, что это видео будет действительно полезно. Цель же не в том, чтобы там смотрите, там, как я живу и работаю, а в том, чтобы и у вас получится. Да. Почему можете подписаться, у меня на YouTube много информации, в том числе полезной, да, и для всех вот выкладываю с удовольствием. Хочется и больше показывать, хочется и помогать, но надо понимать, что рассчитывать только на себя, стараться, учиться, все у нас получится. Я бы очень хотела, чтобы мотивировать именно молодежь, что нужно своим трудом достигать, и у вас все получится. Обязательно оставьте комментарии свои, что вам было интересно, возможно, что-то вы хотите еще услышать. Обязательно подписывайтесь на канал Айман, это будет очень полезно. Я надеюсь, что мы были полезны на все 100% сегодня. Спасибо. Спасибо вам большое, и мы увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока-пока.